Здравствуйте, уважаемые слушатели моего канала. Андрей Дуйко, официальный канал. Сегодня я бы хотел вас познакомить с отрывками из своей книги «Доктрина Сапиенс. Бытие». И вначале появился Бог, который, собственно говоря, уже был, есть и будет, поэтому появился, не подходит тому существу, которое всегда было и всегда будет. Такое бестелесное существо, видимо, использует механизмы, которые непонятны человеку, но которые при этом великолепно и постоянно функционируют, будь то движение элементарных частиц или химические соединения. И такое существо решило сделать мир растений, животных и людей. И тут же появляется вопрос, а для чего, собственно, создавать мир, в котором мы живем? И гипотетически появляется идея, если существо, которое является Богом, абсолютно всесильно и может делать все, что оно захочет, то будет ли это существо делать то, что ему не нравится? Ответ такой – нет. Ведь это придется наблюдать и за этим придется смотреть. Именно поэтому Бог создал Землю с природой и людьми, чтобы получать от этого удовольствие. Так, скорее всего, задача, которая входила в создание мира, это была задача создать мир радости и удовольствия. Наш мир пропитан этими состояниями, но об этом немножко позже. Когда Бог создал человека, то, видимо, в его программу он вложил идею радости. Почему я так считаю? Дело в том, что один из первейших рефлексов, который появляется у новорожденного ребенка, это рефлекс улыбки. Это очень отличает человека от животного. Так ребенок начинает едва свою жизнь, начиная коммуницировать, и в этой коммуникации, основа коммуникации – это улыбка. Тут же появляется вопрос, при каких обстоятельствах человек улыбается? Как правило, человек начинает улыбаться в тот момент, когда что-то в его жизни приносит ему радость. Таким образом, ребенок испытывает радость, которая заложена в нем с момента его рождения генетически. По моему мнению, именно радость является ключевым моментом коммуникации человека с Богом. Это, допустим, как родить ребенка, своего сына, и смотреть, как он радуется. Если радуется, то это приносит радость. Если не радуется, то это приносит огорчение. Но ранее я уже говорил, что Бог создал землю для того, чтобы испытывать от нее радость. Ну а как же Бог может увидеть радость человека или услышать его слова, если это существо бестелесное? Странно, что люди молятся Богу словами, ведь, скорее всего, слова Бог не услышит никогда. Тут возникает очередная дилемма. Каким же образом Бог может коммуницировать с человеком? Это, скорее всего, происходит таким образом. Как работает человеческое тело? В самом начале мы ощущаем что-либо своим телом, после чего создаем что-либо своим сознанием, после чего начинаем создавать чувства. Вот мы и подошли или нащупали. Человек может чувствовать прикосновение и делать это без включения ума. Также может думать и не ощущать свое тело. Но человек не может отключить свои чувствования. Ни в тот момент, когда думает, и не в тот момент, когда прикасается к чему-либо. Чувства, которые мы ощущаем постоянно. Именно чувства, которые мы создаем, и есть, по моему мнению, самый важный рецептор человека, при помощи которого он и коммуницирует с Богом. Рождаясь, человек выбирает самостоятельно свой путь. Это осознанный выбор он делает сам. Настраивает свои чувства по принципу страдания или настраивает свои чувства по принципу радости. Для того, чтобы у меня возникали разные понимания того, что такое чувство человека, я должен это слово объяснить. Чувство – это ощущение, которое возникает в тот момент, когда человек думает или сенсорно ощущает мир, окружающий его. Обычно чувство возникает как ощущение, которое может объединиться и быть сенсорно, находиться или в груди, или в животе, или в комплексе в разных местах нашего тела одновременно. Каждый человек имеет свою собственную библиотеку своих чувств. Очень часто чувства срабатывают как рефлексы у человека. Такие чувства можно назвать низменными чувствами, а чувства, которые могут возникать от мыслей, от мечтаний человека, они называются возвышенные чувства. Чувство радости является для человека системным чувством, которое может изменить судьбу и сделать так, чтобы человек был счастливым. В противовес ему это чувство страдания. Тоже в большинстве своем
необходимо человеку, так как страдание является состоянием, мотивирующим человека на определенное действие. Именно поэтому жизнь без трудностей – это жизнь ленивого человека, но если человек хочет большего, то, скорее всего, ему необходим дискомфорт. Заблуждение о человеческом предназначении. Среди людей существует мнение, что у каждого человека есть свое предназначение. Они думают, что их задача дать что-либо Богу или взять что-либо от Бога. Но если рассматривать в априори наших собственных детей, то в тот момент, когда у нас они рождаются, разве мы желаем чего-либо от них? Разве дети появляются для чего-либо и должны иметь какую-либо миссию? Мне кажется, что родитель, любящий своего ребенка, всегда будет следовать желанию свободного выбора, который он, конечно же, даст и своему ребенку. Так, забирая возможность свободного выбора у человека, заменяя его на предназначение, мы ограничиваем возможность свободы человеческой души и право ее свободного выбора. Каждый отец просто хочет, чтобы его ребенок рос, становился тем, кем захочет. Одно условие, лишь бы он был счастлив. То есть по-другому создавал чувство радости. То есть для любого родителя важно, чтобы ребенок испытывал чувство радости, ну и с этим сложно поспорить. Именно такую цель создания людей преследовал Бог. Эволюция. Конечно же, человек эволюционировал от животных, и скорее всего Чарльз Дарвин был прав. Но возникает вопрос, почему сейчас, в наше время, обезьяны не эволюционируют? Ответ этому есть. Человек обучается в момент своего перерождения. По моему мнению, человек не умирает насовсем, как принято рассматривать этот вопрос в различных религиозных направлениях. И после смерти своей, скорее всего, не попадает в ад или в рай. Человеку необходимо перерождение, так как перерождение является элементом воспитания человеческой души. Так, если смотреть или рассматривать человеческую эволюцию через призму истории, то становится очевидным, что век от века люди рождались все более человечными и все более умными. Так с каждым перерождением у человека появляется подсознательно, как сказал Зигмунд Фрейд, опыт. Нет ни одного родителя, который бы не подтвердил тот факт, что каждый ребенок уже рождается со своим персональным характером. Характер, как правило, у него сформирован с самого его рождения. Так один ребенок более спокойный, другой более агрессивный, и каждый рождается со своим персональным набором собственных качеств. Данное доказательство уже говорит о том, что у каждого ребенка уже есть жизненный опыт, который не работал, исходя из проживших своих прошлых жизней. Вернее, который он наработал, исходя из проживания своих прошлых жизней. В случае, если бы этого не происходило, то все дети были бы, как одна капля, похожи друг на друга и на всех остальных детей. И это, конечно же, не так. Как же происходит процесс воспитания нашей души? Видимо, в одной жизни человек может убить кого-либо, а в другой жизни убивает этого человека, и это создает его индивидуальный опыт, который создает условия, при котором в третьем своем перерождении, набрав подсознательно опыта, у человека не появляется желания больше никого убивать и даже думать об этом. Конечно же, у меня есть претензии к религии. Религия в большинстве своем отобрала возможность понимания того, что человеческая душа эволюционирует, перерождаясь. Согласно религии, мы рождаемся с чистого листа. И в случае, если бы нас не воспитывали, как говорит религия, используя религиозные догматы, то, скорее всего, все бы мы были убийцами, насильниками. Наблюдая за тем, как растут мои дети, которые никогда не слышали от меня ничего связанного с религией, и я никогда не замечал у них признаков насилия или агрессии ни друг к другу, ни к другим детям, ни к животным. Наоборот, воспитывая детей, прививая им идеи радости, я увидел, как дети начали становиться более милосердными и более человечными. Существуют ли более взрослые души или менее взрослые души, и как это формируется? Конечно же, это гипотетическая картина мира, но в большинстве своем все остальные картины, навязанные нам религией, фактически являются
тоже гипотетическими, так как не существует доказательных материалов, доказывающие достоверность той или иной религиозной доктрины. Так верующему человеку приходится либо просто поверить тому, чему его обучают, либо не быть верующим. Тем не менее, я думаю, что совершая ошибки и проступки в нынешней своей жизни, проступки и ошибки жизни, которые повлекли за собой смерть другого человеческого существа, наша душа ограничивает свое перерождение на какое-то время. Есть ли какие-нибудь элементы определения, взрослая душа у человека или нет? Я думаю, чем больше врожденных качеств доброты у человека, тем взрослее его душа. Чем агрессивнее ребенок, видимо, чем эгоистичнее ребенок, тем моложе его душа. Почему так? Я уже говорил ранее, что человек выбирает для себя получать радость или испытывать страдания. Именно поэтому абсолютное страдание создает желание убить другое существо, а желание радости напрямую связано с состоянием доброты души. Чем старше душа у человека, тем больше ребенку будет сопутствовать удача в его жизни. Будет создаваться ощущение, что все, что он хочет, приходит само по себе в его жизнь. Взрослая душа не обязательно может быть умной. В большинстве своем религия, особенно христианство, навязывает нам, что если бы христианство не обучало людей заповедям, то все люди с самого своего рождения хотели бы насиловать и так далее. Но этого не происходит, если ребенка не обучать христианским доктринам, он никого в жизни не убивает, не насилует, живет, в общем-то, по христианским заповедям. Таким образом, на человека накладывается печать лени, как сказал Достоевский. Если бы Бога не было, то его нужно было бы выдумать. И какая-то необходимость появления Бога. Для нас Богом является понимание того, что мы все время перерождаемся. Реинкарнация, которая воспитывает и обучает душу человека, является основополагающей идеей моей философии. Бог создал процесс эволюционирования людей на Земле. Какие принципы эволюции сообщества уже существуют? Самые сильные люди должны были побеждать, так как те, кто не может побеждать, должен переходить в эволюционирование и видоизменяться. Так было и у людей до момента, пока человек не обрел сознание. Сознание сыграло услугу для человечества. Так человек стал думающим существом, анализирующим мир вокруг себя. Но и у него появились качества, как при помощи своего же ума можно быть более эволюционируемым и более конкурентоспособным среди всего животного мира. Человек начал выживать и эволюционировать по принципу, который давал ему хитрость, подлость, и это делало его более выживаемым. Можно ли сказать, что это было плохо или хорошо? Дело в том, что такое зло является важным компонентом для развития эволюции. Так лживые люди воспитывают в праведниках высокую духовность. Так высокодуховные существа своим примером доброты изменяют низкодуховных людей. И они необходимы друг другу, так как инь и ян необходимы для эволюции, и зло и добро. Может ли процесс эволюции социума быть идеальным и приводить к исключительно идеальным результатам? Сделать это можно, рассмотрев, собственно, себя. Очень приятно в своей жизни занимать позицию эдакого всезнающего человека, идеализируя всегда себя в своих собственных глазах, говоря себе: вот я бы сделал так, а вот так бы я не поступил, а я бы вот так сказал, ну и так далее. Да, все это действительно идеально, но только до того момента, пока не начинает человек делать что-то самостоятельно. А вот когда начинает делать это самостоятельно, то начинает понимать, что все, что мы делаем, всегда не идеально. Это, знаете, как критиковать картины Леонардо да Винчи и после этого взять кисть в свои руки. Каждый, кто начинает действовать или что-либо должен знать, что бы ни делал и что бы ни производил, это всегда будет не идеально.
Чайковский считал свою музыку плохой, Гоголь считал свои произведения несносными, Карл Юнг, вообще повзрослев, совсем отказался от своих психологических концепций и книг. Ошибки понимания того, что ты не делаешь все идеально, это и есть эволюция прогресса человечества. Любое творчество не может быть идеальным, так как идеальное – это похожее на что-то идеальное, а похожее на идеальное является повторением и не является идеальным, так как повторение любое – это не идеальное творение. Бог создал людей по принципу эволюции, а эволюция подразумевает победу самого сильного, самого борющегося существа, у которого более чем у остальных есть потенциал. Именно поэтому я думаю, что для человека важна борьба. Такая борьба – это не обязательно стремление и желание кого-либо унижать или убивать, или эксплуатировать. Я за бесконечное развитие человека. Дело в том, что религия забрала у людей возможность и желание эволюционировать. Зачем человеку эволюционировать, если это не особо важно для души человека? Наоборот, с позиции религии эволюция – злейший враг. Но с позиции Бога, который создал правила эволюционирования, и оно звучит так. Для того, чтобы эволюционировать, необходимо выживать и бороться. Данный закон прежде всего делает везучим людей творческих, работающих над собой, превозмогающими свою собственную боль и страдания, развивающие себя, несмотря на лень и нежелание, успешными людьми. Как человек обретает силу, физическую силу, это он делает в тот момент, когда преодолевает критическое состояние усталости. Так в человеческой жизни происходит во всем происходящем, а именно борьба над своими эмоциями по отношению к человеку приводит к обретению внутренней силы спокойствия. Борьба со своим голодом дает силу контролировать физическое тело. Борьба со своими страхами дает силу реализоваться в своей жизни. Так для человека очень важны состояния, при которых ему невыносимо плохо, и ему будет всегда тяжело. Все эти состояния, они дают человеку возможность приобрести силу. Так, приобретая силу, человек, естественно, становится сильным. Невозможно, не преодолевая себя, не проявляя свой характер, не превозмогая себя, находясь в состоянии комфорта, быть удовлетворенным своей жизнью. Так трудности и есть один из важнейших элементов эволюционирования человеческой души, человеческого разума и человеческого духа. Мы начинаем обретать свою силу только в тот момент трудностей, тогда как у нас градом катится пот, все очень болит и невыносимо жить. Это и есть начало обретения нашей силы. Так любые человеческие трудности есть обретение нашей силы внутренней. Почему у человека возникли во время эволюции негативные качества? Все это создано для того, чтобы род человеческий продолжал свое существование. Бог создал человека таким образом, чтобы у него были врожденные качества, которые будут его заставлять жить. Одно из качеств, которое является рефлекторным у человека, это качество заботы о своем потомстве. Если бы данного качества у человека не было, то у людей, возможно, не появлялось бы желание иметь детей, объединяться в семьи. И это объясняет, почему в тот момент, когда человек жадничает, сексуально озабочен или чего-то хочет, у него работает врожденное качество заботы о своем потомстве или будущем потомстве, продлению своего рода. А если у человека не появлялось желания продлевать свой род или не было такой возможности, то в этот момент начинала появляться лень. По идее, если человек ленив в формате эволюционной картины, то у него нет никаких шансов выжить. И такое выживание возникло у людей. Оно появилось как развитие качества хитрости. Не сильный, ленивый, но хитрый, имел все возможности и преимущества в социуме. Так человеческая цивилизация обрела важную человеческую черту. Но в нашей душе уже был заложен тумблер. В мире, в котором мы проживаем, в нашем социуме, всегда существуют суды. Также весь принцип существования человека постоянно твердил о плохих и хороших поступках. У меня возник вопрос, насколько плохие поступки могут быть плохими, а хорошие поступки хорошими.
Вы представляете, очень часто хорошие поступки могут привести к плохим последствиям, а вот плохие поступки к хорошим последствиям. Так, допустим, у человека украли деньги, и тот, кто украл деньги, является плохим человеком для того, у кого он украл их, но хорошим человеком для тех, кому он эти деньги отдал, своей семье, товарищам. Если понятие поступка относительное, невозможно определить, это хороший поступок или плохой, то на поступки человека просто нет смысла обращать внимание. Также божественная энергия регулирует процесс анализа плохих и хороших поступков человека. Для этого существует божественная, врожденная генетическая черта каждого человека. Как бы это странно и смешно ни звучало, это обычная совесть. Не верьте тем людям, которые говорят, что их совесть не мучает. Это неправда. Совесть всегда появляется у человека и рано или поздно влияет на то, что вызывает у человека воспоминания или тревожные мысли. Эта совесть, от которой страдает человек, разрушает его за тот или те поступки, которые он совершил. Наблюдая за людьми, которые очень тяжело умирали, я начал обращать внимание на то, что очень часто они как бы проживали жизнь, но наоборот. Они переставали узнавать своих близких, жен и детей, а в последние дни своей жизни звали давно умерших родственников, которых не было в живых, и вели себя как дети. Таким образом, они как будто проживали свою жизнь в обратную сторону. Так в тот момент, когда у них воспоминания появлялись, те дни, когда они совершали плохие поступки в своей жизни, у этих людей появлялась температура и боль в теле. Таким образом, они страдали за проявление своей совести. По моему мнению, вся наша жизнь, она записана на некую ленту нашего подсознания. В момент нашей смерти мы проживаем свою жизнь, и это все происходит в обратную сторону. Почему человек не может вспоминать свои прошлые жизни? И на этот данный вопрос ответить очень просто. Для этого необходимо задать себе вопрос, какие воспоминания у нас превалируют в нашей нынешней жизни. Ответ будет очевиден. У большинства людей превалируют негативные воспоминания о жизни. Естественно, могут быть проступки, тяжелая жизнь, плохие события, которые не хотелось бы вспоминать, которые человек спрятал в прошлое на протяжении своей жизни. Так если бы человек помнил свои прошлые жизни, разве он помнил бы только хорошее? Возможно, он бы вспоминал только о своих ошибках, и это могло бы сделать его жизнь совершенно невыносимой. Именно поэтому перерождение человека устроено по принципу очищения его от воспоминаний прошлых жизней, что фактически дает шанс человеку прожить новую свою жизнь, начиная с чистого листа. Радости по рождению удовольствия. У меня сразу же возникает вопрос, может ли человек что-либо делать добровольно и без принуждения ради непоставленной задачи, не получая от этого радости? И ответ, конечно же, нет. Все, что хочет делать добровольно человек, хочу подчеркнуть на слове добровольно, он делает это ради того, чтобы получить от этого радость. Хочу подчеркнуть слово принуждение, так как радость может возникнуть у человека исключительно, если он это делает добровольно, по собственной воле. Я думаю, что душа человека, она стремится к абсолютной свободе. Она не может воспринимать принуждение, или любое принуждение всегда приводит ее, наш ум и наше тело к протесту. В каждом человеке живет дух свободы, который стремится только к радости. Но радость может ставить свои ловушки. Радость, которую испытывает человек, может приводить его к двум состояниям. Это состояние удовольствия и состояние удовлетворения. Удовольствие является мощнейшим инструментом для человека. Человек во все времена стремился к получению удовольствий. Но стремился ли он к получению удовлетворения от удовольствий? Ответ, конечно же, нет. Удовольствие, которое получал человек, не заканчивалось удовлетворением, и человек попадал на удочку такого удовольствия.
очень часто даже становясь рабом удовольствия. Так человек, который получает удовольствие и не получает от него удовлетворения, будет вновь и вновь всеми возможными способами стремиться к получению уже испробованного и испытанного удовольствия. Так человек становится зависимым человеком. Зависимости у человека может быть огромное количество. Можно ли логически справиться с зависимостью? Очевидно, да. Для этого человеку необходимо заканчивать начатое удовольствие, произнося слова «я получил сполна удовлетворение от того, что я сейчас сделал». Так вновь и вновь закрывая программу непрекращающегося удовольствия, программы удовлетворения, у человека исчезает желание получать такое удовольствие. Это происходит в случае, если удовольствие не является жизненно важным для человека действием. Так сказав после курения «я получил удовольствие многократно», человек скорее всего избавится от данной вредной привычки через короткое время. Это рано или поздно произойдет, нужно лишь запастись терпением, пока сознание поверит. Стремление к удовольствию – это одно из важнейших качеств цивилизации человека и животного. В свою очередь, осознанное удовлетворение возникает только у тех людей, которые стремятся к саморазвитию и позволяют человеку освободиться от зависимости разного рода, которые в этом мире бесчисленное множество. Удовольствие создает радость. Зачем так все устроено? Это устроено по принципу мотивации человеческого существа, ведь каждое существо стремится к комфорту и все делает только ради своего комфорта. Зачем человеку зарабатывать деньги, если его работа очень тяжелая, ему физически тяжело работать? Есть ли у него мотив? В чем он заключается? Естественно, мотив заключается в том, что он это делает ради своего же комфорта, так как это даст в дальнейшем ему возможность приобрести пищу, одежду и жилье. А зачем человеку зарабатывать больше? Это, видимо, необходимо для того, чтобы увеличить свое комфортное проживание в социуме. Но в тот момент, когда человек начинает стараться увеличивать свое состояние комфорта, он сталкивается с тем, что у комфорта не существует границ. Борьба с желанием увеличить свое состояние комфорта сделала человечество безгранично ненасытным. Многие бедные люди никогда не поймут богатых людей, так как всегда будут задавать вопрос, разве им мало? В то время как богатые всегда будут хотеть еще большего в своей жизни, так как нет пределу комфорта и совершенству. Так мир превратился в модель людей, мечтающих о комфорте, и людей, стремящихся к увеличению своего комфорта. Борьба за персональный комфорт соединилась с состоянием хитрости. Так породились войны и несправедливость. Гипотетически, есть ли выход? Да, такой выход должна была дать религия. Ведь самая главная драгоценность человека – это, конечно же, его собственная жизнь. И создав идею того, что жизнь может иметь продолжение после смерти существа, охладила пыл людей стремиться все время к комфорту. В великой тайне практически всех религий, которые существуют на Земле, всегда присутствует концепция продолжения жизни вечной после смерти. А это не что иное, как желание улучшить свой комфорт, но уже после своей смерти. Естественно, если выбирать жизнь вечную или жить без комфорта временную, то многие, конечно же, выберут вечный комфорт. Тем не менее, может ли человек совершить поступки, если нет жизни? Ответ такой, конечно же нет. Если бы никто не рождался, то никто бы и не грешил. Бог мог бы просто забирать души людей, не создавая их рождения на земле. И это бы породило бы огромное количество абсолютно безгрешных существ. Естественно, религия, как правило, манипулирует человеком, забирая у него идею дороговизны жизни настоящей, навязывая идею того, что жизнь после смерти важнее, чем настоящая жизнь. Тем не менее, на время это облегчило состояние людей и народов. Люди начали справляться со своим желанием увеличить состояние комфорта. Но со временем появились люди, которые перестали верить в такую доктрину, желая в этой жизни получить все, что они захотят. Правы ли они? Однозначно да.
Но, тем не менее, движение людей любым путем увеличить свой комфорт для человечества стало опасным занятием. Почему? Так человек ставит на первое место комфорт, а на второе место в своих приоритетах свою персональную жизнь. Если спросить у человека, что важнее для него, деньги или жизнь, как ни странно, многие выберут жизнь. Но почему они так не живут? Почему собственная жизнь в большом своем не воспринимается человеком как драгоценный дар? Ведь если бы это было так, то каждый момент жизни человек бы ценил. Смог бы жить в настоящем моменте, смог бы получать удовольствие от жизни, удовлетворение от прожитых дней. Человек бы не боялся своей смерти, понимая то, что жизнь, которая была создана из бесконечных состояний удовольствия, привела его к удовлетворению прожитой жизнью. А если ты не удовлетворен, то можно умирать с радостью. А если ты удовлетворен, то можешь умирать с радостью. Видимо, человечеству еще предстоит сформировать свое новое сознание, в котором на первом месте будет стоять желание радоваться и жить осознанно, воспитывая в себе качество и желание видеть и воспринимать в данном моменте все, что происходит с человеком, как свою персональную и настоящую драгоценность, ведь жизнь – это драгоценность. Очень часто человек желает наслаждаться своей жизнью, и именно поэтому он всячески пытается обвинить окружающий мир и окружающих людей в том, что ему всячески мешают это сделать. Но если гипотетически человеку дать все условия жизни, в которых он должен будет наслаждаться, то окажется, что он все равно будет страдать. Для того, чтобы человеку не страдать, в самом его начале духовного пути необходимо настроиться на то, что жизнь и ее проживание, независимо от того, с кем и где, является уже элементом наслаждения. Слово «искать» при этом необходимо заменить на слово «имею». Так реализовывается элемент чувственного наслаждения человека. Нет смысла искать то, от чего ты получаешь удовольствие. Нужно получать удовольствие от всего, так как рождение и жизнь – это значит иметь жизнь, и ее проживание и есть основа удовлетворения и наслаждения. Отличительные черты человека и животного. Человек особенное от животного существо. А в чем же заключается его отличие от животного? Что сделало человека человеком? Такой вопрос я постараюсь ответить. Первое, человек умеет мыслить, а мыслить это значит обучаться и делать выводы. Второе, у человека есть речь, она красивая и многогранная, насыщена оборотами и прилагательными. Третье, у человека есть семья, также он думает о своих детях, родителях на протяжении своей жизни. Четвертое, человек осознанно работает, создает творчество и создает разнообразие. Пятое, человек получает наслаждение от творчества, созданное кем-либо, живопись, архитектура, музыка, литература. 6. Человек имеет веру. Ну и, конечно же, я все чаще и чаще замечаю, как общее мировое зло, деструктивизм старается превратить людей в животных, заставляя их верить в то, чтобы делать выводы не стоит, а важнее обвинять кого-либо или прощать. Речь людей загрязнена ругательствами, семья и забота о детях и родителях является неважным аспектом жизни человека. Много людей творчески не развиваются, считая это ненужным для человека. Такое понятие, как интеллигентность и эстетизм, нынче теряют своих последователей. Люди перестают наслаждаться произведением музыки и живописи. Также большинство не тратит время на литературу. Многие люди не верят ни во что, их единственная вера – это желание заработать, а если не получается, то обвинить кого-либо в своих проблемах. Так формируется особый социум, который более животный, чем более человечный. Так зло побеждает добро. Нужно развивать в себе осознанное восприятие человеческого мира. Необходимо становиться лучшим его представителем. Необходимо не давать миру животных остановить эволюцию человеческого рода. Почему-то, проживая в мире людей, становится иногда очевидным, что людьми правит основная задача, и это задача выживаемости популяции рода. Так, к чему бы ни стремился человек в своей жизни, у него всегда будет присутствовать рефлекс выживания. А теперь, почему человек несчастлив? Каждый раз, когда мы подвергаемся влиянию рефлекса, это все делает нас безвольными и несвободными. А наша душа, которая связана с Богом, не может быть в заключении этих рефлексов.
Именно поэтому, как бы мы ни жили, мы ощущаем неудовлетворение, так как у нас нет свободы, к которой мы интуитивно стремимся. Тем не менее, выход есть. Это переориентировать нашу жизнь не на состояние выживаемости, а на состояние благодатного служения и благодатной радости. Человек, который всеми своими силами старается создать у всех людей, которые связаны с ним, а также сам с собой, состояние радостности, выходит из программ выживаемости. Так как выживаемость связана с конкуренцией, а в радости конкуренции нет. Так можно полностью видоизменить отношения и изменить свою судьбу. Если человек не выбирает путь выживаемости и ставит на первое место желание создавать ситуации, при которых у него или у его близких появляется состояние радости, он фактически мгновенно приобретает состояние счастья и состояние комфорта. Также такому человеку начинает в жизни повсеместно сопутствовать везение. Служение в отношениях, а не выживание – это один из основных методов комфортного духовного роста человека. Социальное становление. Человек на протяжении своей жизни проходит два этапа социальной коммуникации. Первый этап – это этап жизни для себя, и второй этап – это этап жизни для других. Так бывает, что если человек нарушает эти этапы, а у них есть временной компонент жизнь для себя, это до 30-40 лет, и жить для других это 40 лет и старше, то у него появляются неприятности в жизни. Обычно это негативные внутренние состояния, которые возникают сами по себе, без объяснения. Человеку просто необходимо знать, что после возраста 40 лет ему необходимо жить уже для кого-то, для семьи, для идей, для социального общества, одним словом быть социально и внешне активным. Не стоит забывать об этом эзотерическом принципе. Если у человека нет семьи и нет социальной активности, то такому человеку необходимо начинать публиковать статьи, рисовать, писать музыку, заниматься творчеством, танцами. Так происходит социальная реализация, так человек становится более счастливым. Когда мы начинаем свою жизнь, то на нас влияют исключительно две программы нашего воспитания. Многие могут говорить, что это не так, что с программами на самом деле гораздо больше, человек чрезвычайно сложное существо. Хотел бы заметить, что и это не так. Программы воспитания обычно связаны только с двумя моментами. Это хвала ребенка или хула ребенка. Ребенка либо хвалят, либо ругают. Ребенок при этом очень часто воспринимает повышенные эмоции как раздражительность, воспринимает это как ругань. Так в случае, если ребенка хвалят, это приносит ему состояние радости, а в случае, если его ругают, то это приносит ребенку состояние страдания. Чем больше радости накапливает ребенок в своем возрасте, тем счастливее судьба будет у такого ребенка. Конечно же, родители и их поведение имеют значительное воздействие на ребенка. Тем не менее, прошу вас обратить особое внимание на этих два данных фактора. Накопление данных факторов происходит у ребенка на протяжении всего его становления как личности. Причем одни факторы двух данных противоположностей могут полностью разрушать друг друга. Ребенок, да собственно и взрослый человек, по моему мнению, до 40 лет является существом, которое создает свой мир, создавая его по принципам хвалы или хулы. До 40 лет, созревая как яблоко, очень много внимания обращая на свой внутренний мир, после данного возраста человек живет более социально, с желанием что-либо делать, проявляет активность в социуме. Так ребенок начинает выбирать мир, к которому он будет принадлежать и к которому будет относиться. И этот выбор таков. Это мир печали или мир радости, в противоположность ему. Вы знаете, о мире радости всегда знали короли. Они всегда воспитывали в своих детях милосердие, желание видеть красоту, эстетизм, в то время как обычные люди всего этого не видели, фактически являясь в дальнейшем теми, кого презрительно называли чернью. Мир радости тщательно скрывался людьми, управляющими миром управителей, мировым правительством. Ведь это понятно. Сделайте людей безрадостными, замените чистую радость на радость искусственную, и человек никогда не будет существом, которое может управлять другими людьми. Обычно страх вызывает у человека желание лгать, и наоборот, бесстрашие позволяет человеку быть правдивым.
Так, путь темных сил обычно связан со страхом и ложью. Человек же, выбирающий путь светлых, высших сил, вынужден следовать бесстрашию и правдивости. В своем социальном становлении ребенок более подвержен состоянию страха, и, по моему мнению, ключевой задачей родителей, которые пытаются создать условия, при которых ребенок не будет бояться, взращивают у него состояние доверия, воспитывают бесстрашие и смелости. Но бесстрашие не связанного с совершением бессмысленных поступков, а бесстрашие поведения. Насколько важны выводы для человека? Каждый человек, проживая жизнь, фактически как бы обучается в этой школе жизни. Каждое событие при этом является определенной обучающей программой. И, скорее всего, из каждого такого урока необходимо сделать вывод. В случае, если вывод человек не делает, то, скорее всего, событие будет повторяться вновь и вновь до того момента, пока вывод не будет сделан. Сделан вывод, экзамен сдан. Я верю, что вывод, который делает человека каким-то образом, идентифицирует человека в пространстве, делает это как бы подсознательно. Такой подсознательный вывод идентифицирует человека в обществе, и в дальнейшем об этом человеке складывается мнение. Но, к сожалению, и в данном случае религиозное воспитание очень часто обучает человека прощать любую грубость и прощать любое насилие. А ведь это неправильно, так как если бы человека обидели и он подвергся насилию, то, скорее всего, он должен был бы сделать из этого вывод. А вывод должен был бы заключаться в том, что тот человек, который его обидел, является негодяем, и что с такими людьми вообще не стоит общаться. Так сделанный вывод помогает в дальнейшем идентифицировать такого негодяя в социуме. Представьте, что одни и те же негодяи, которым все прощают, что бы они ни сделали, эти существа никак не идентифицируются в обычном мире. Их воспринимают как хороших людей. Именно поэтому человеку очень важно научиться не прощать таких людей, не прощать такое общество негодяев, а идентифицировать их. Если бы все люди начали бы плохо относиться к негодяям, а не прощать их, как говорит религия, то впоследствии именно это отношение навсегда бы разрушило систему, в которой просто не видят плохих людей. И эти люди, которые являются негодяями, начали бы быть видимыми в социуме. Эго. Наше эго создано Богом, и, как правило, оно такое же, как и у Бога. Все абсолютно драмы, трагедии, эмоции, негативные проявления человека есть следствие проявленного эгоизма. Ну что ж такое эгоизм? На протяжении всей сознательной жизни человек постоянно занимается своей самооценкой. Самооценка для человека является элементом конкуренции. Очень часто человек, который стремится к духовному росту, начинает себя и двигается по этому пути очень длительное время. В тот момент, когда происходит развитие, он неминуемо сталкивается с идеей того, что его идеальность отличается от идеальности его близких. Каким образом путь человека, который двигается на пути идеализации себя, сталкивается рано или поздно с драмами и непониманиями в жизни. Такой путь идеализации себя является неправильным для человека. Дело в том, что идеальных людей не может существовать, и духовный путь не является путем, который может привести человека к его эго и его эго к идеальности. Таким образом, или в таком случае, если человек стремится к идеальности, то это уже не является духовным путем. Что же является духовным путем для человека? Духовный путь для человека – это отрицание своей идеальности, а также понимание того, что люди, которые его окружают, тоже имеют право быть совершенно неидеальными людьми. Это как постараться нарисовать идеально картину Леонардо да Винчи. И даже в случае, если это будет просто стопроцентная копия, которая очень сложно отличить, то картина будет не идеальной, так как идеальная она может быть только в одном экземпляре. Не идеализация своего эго и есть духовный подвиг человека. Не идеализация мира позволяет миру быть различным. Идеализация – это повторение того, что уже сделано до этого.
А любое повторение это не единственный экземпляр, а значит не идеальный экземпляр. Все абсолютно разочарования, да и собственно раздражения и так далее, которые происходят у человека с ним или в его семье и в социуме, они исключительно связаны с тем, что человек может идеализировать себя, идеализировать тот мир, в котором он живет. Это ни в коем случае не стоит делать, так как это неправдиво и лживо. А как же я уже ранее говорил, что любая ложь является разрушительной для социума. Самые страшные люди — это те люди, которые всегда говорят и произносят: «Я умею, я все знаю, все смогу». Они совершенно не дают никакого шанса себе обучаться. Обучение при этом является важным элементом развития и эволюционирования нашей души и социума. Правда при этом может быть у каждого своя, и человек хочет слушать всегда информацию только с позиции своей персонифицированной личной правды. У каждого человека есть свой персональный уровень социальной лестницы, который обусловлен его воспитанием, окружением, знаниями, полученными во время обучения и его развития. Так, находясь в своем определенном уровне, человек думает согласно своему уровню, но перейдем на другой уровень или перейдя на другой уровень, он начинает думать совершенно по-другому. Скорее всего, уровни борются друг с другом за то, чтобы удерживать человека в своем энергетическом круге, эгрегоре. Внедряются в человека в виде страшных слов, которые звучат как «я знаю», «я умею». Эти слова не позволяют человеку получать дополнительную, альтернативную, непохожую информацию на ту информацию, которая могла бы позволить ему выйти из его уровня страдания. Как формируется наше эго? Как я раньше говорил, эго — необходимая черта человека, которая позволяет стремиться к идеальному. Это связано, что стремление к Богу — это стремление к идеальному существу, и поэтому наше эгоистическое стремление — это естественное состояние нашей души. Но все было бы идеально, если бы это был лабораторный опыт над человеком. Но в мире, в котором мы проживаем, существует ряд помех духовного роста и нашего эго. Это, конечно же, информационный поток, в который попадает человек. Наблюдая за людьми, я часто вижу, что человек фактически устроен по принципу формирования информации, по принципу превалирования информации. Так, даже если человек в огромном количестве получает информацию, которая ему совершенно не нравится, то даже если он не хочет этого, то все равно накапливает ее, удерживает в своем подсознании до того момента, пока не выплеснет ее. Так как человек устроен по принципу спринцовки. Если человек на протяжении дня или более будет получать негативную информацию через масс-медиа, и если он думает, что это безопасно для него, то это глубокая ошибка человека. Такая информация, она обязательно пассивно накапливается в нем и уже через короткое время выплескивается в окружающий мир, а также в семью. Это происходит даже когда человек не разделяет эту информацию, то есть читает чьи-то негативные комментарии или смотрит фильм, где человека убивают или мучают. Это все равно дает человеку негативную вибрацию, которая накапливается в нем в виде знаний. Но есть еще такая идея: если бы человек гипотетически собирал и следил за тем, чтобы собирать исключительно информацию о красоте, наслаждении и радости, то, накопив именно такую информацию, он был бы источником радости, невероятно мощной энергии и счастья. Это как спринцовка, которая набирает в себя воду и после нажатия отдает. Человек, получая воду, не может определить, грязную он захватывает или чистую. Именно поэтому, уважаемый читатель, у меня такой совет к вам: тотально игнорируйте любое зло. Старайтесь не смотреть фильмы, в которых проповедуется смерть и обвинение кого-либо в чем-либо. Игнорируйте любую негативную информацию в своей жизни. Избегайте любой негативной информации, даже если вы не поддерживаете такую информацию и не разделяете такую информацию. Берегите себя. Тотально игнорируйте зло. Именно поэтому очень важно давать последовательно ребенку информацию исключительно положительного качества. Таким образом, можно, даже если ребенок этого не желает, дать ему накопление информации положительной, которая сформирует в дальнейшем его общественное сознание. Наше сознание не может воспринимать информацию мгновенно. Для нас очень важно аналитическое сознание и доверие источнику информации. Но если человеку очень долгое время давать в небольшом количестве информацию, даже ту, с которой он якобы не согласен,
то со временем такая информация, как бы человек не желал этого, внедряется в его сознание и становится для него нужной и релевантной, даже если он этого не замечает. Вот так устроена система внушения. Если очень долго, не спеша давать человеку информацию, то в дальнейшем он начинает подчиняться такой информации. Это мы сполна видим уже сейчас во всем мире и в том, как совершенно противоречивая информация ломает стереотипы людей. Доказательства. В интернете начала появляться информация о том, что Земля плоская, и ту информацию начали вбрасывать по чуть-чуть. И вы представляете, нашлись люди, при этом с хорошим образованием, которые начали верить в такую информацию. А изучая тему о такой информации, человек лишь попадал на удочку дополнительных систем влияния, которые были расставлены и подготовлены для него. Так человечеством и человеком можно управлять. Социум вполне управляет и вменяет идеи, которые специально для него готовятся общими мировыми системами управления.